Знакомая история, правда? Сначала месяцы строгой диеты, результат на весах просто отличный, а потом вес не просто возвращается, а иногда еще и с прибавкой. И это, конечно, жутко обидно. И чаще всего мы начинаем винить себя. Мол, слабая сила воли. Но что, если сила воли здесь совершенно ни при чем? Давайте-ка в этом разберемся. Так в чем же дело, почему столько усилий в итоге приводят нас в ту же точку, а то и хуже? Ответ, что интересно, лежит не в области психологии, а в чистой биологии нашего тела. Ну а начинается-то все, как правило, с твердого и понятного решения. Есть цель, есть план питания. Начинаем есть поменьше, двигаться побольше. В самом начале пути всегда полно оптимизма. И вот проходит месяц, и ура, первые результаты уже налицо. Цифры на весах радуют, одежда сидит свободнее. Кажется, все идет как надо, и цель уже совсем близко. Настоящий момент триумфа. А вот потом наступает тот самый переломный момент. Диета заканчивается или ее становится просто тяжело соблюдать, и килограммы медленно, но верно начинают ползти обратно вверх. И ведь часто бывает, что вес становится даже больше, чем был в самом начале. И вот здесь, внимание, самая главная мысль. Дело не в отсутствии какой-то дисциплины. Все дело в том, что наш организм воспринимает диету совсем не так, как мы. Для него это сигнал тревоги, и он просто включает свои древние защитные механизмы. Что ж, давайте разбираться. Начнем с так называемого режима выживания. Посмотрим, что же творится в организме, когда он вдруг начинает получать меньше еды, чем привык. Теоретически-то все выглядит просто, да? Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, то есть тратить больше энергии, чем получаешь. Тогда тело начнет сжигать свои жировые запасы. И поначалу все именно так и происходит. Но это только самое начало истории. И вот тут-то и кроется главное, скажем так, недопонимание. Для нас диета — это осознанный шаг к здоровью или красивой фигуре. А вот для нашего тела, которое ничего не знает про пляжный сезон, резкое сокращение еды означает только одно — наступили голодные времена. И действовать оно начинает соответственно. Хорошо, идем дальше. Что там с наукой о голоде? В ответ на этот сигнал опасности организм запускает мощнейшую гормональную перестройку. И главную скрипку здесь играют два гормона. Итак, на сцену выходит первый игрок — грелин, его еще называют гормоном голода. Когда еды мало, тело начинает вырабатывать его в огромных количествах. И это, поверьте, не просто легкое чувство голода, мол, неплохо бы перекусить. Нет, это мощный, почти неконтролируемый сигнал мозгу, который буквально кричит: «Найди еду! Срочно! Мы в опасности!» А ему в противовес работает другой гормон — лептин, гормон сытости. Он, наоборот, говорит мозгу: «Все в порядке, энергии достаточно, можно не есть». Вырабатывается лептин жировыми клетками. И логика тут простая: меньше жира, значит и лептина меньше. В итоге сигнал о том, что мы сыты, становится все тише и тише, почти неслышным. Знаете, есть отличная аналогия, которая все объясняет. Представьте, что в машине сломался датчик топлива. Бак может быть полным, а лампочка на приборной панели все равно горит, показывая пусто. Вот то же самое происходит и с мозгом. Желудок полон, а он из-за низкого лептина этого не видит и продолжает требовать еды. Но и это еще не все. Кроме гормональной атаки, тело включает режим эффективного двигателя, то есть тотальной экономии энергии. Это очень похоже на то, как работает смартфон, когда у него садится батарейка. Он же снижает яркость экрана, отключает ненужные приложения, чтобы протянуть подольше. Вот и наше тело делает то же самое. Оно замедляет метаболизм, то есть скорость, с которой сжигает калории в состоянии покоя. Что это значит на практике? А вот что. Если раньше, скажем, часовая прогулка сжигала условно 200 калорий, то теперь в этом экономном режиме на ту же самую прогулку тело потратит уже 150. Оно просто адаптируется и учится делать ту же работу, но с меньшими затратами. Давайте-ка все это соберем в одну картину. Получается, организм запускает целую программу защиты. Он замедляет метаболизм, чтобы тратить меньше. Одновременно с этим дико усиливает голод и ослабляет чувство сытости, чтобы заставить нас искать еду. Ну и вдобавок ко всему, он учится экономить энергию буквально на всем. И вот мы подходим к финалу этой истории, к знаменитому эффекту йо-йо. Теперь, зная обо всех этих адаптациях, мы можем понять, почему вес так легко возвращается. И вот диета заканчивается, человек возвращается к привычной еде, а что делает его организм? А он-то оказывается в полной боевой готовности. Метаболизм еще замедлен, гормоны голода зашкаливают, и каждая калория, которая раньше считалась нормой, теперь воспринимается как излишек и немедленно отправляется в жировые депо. Про запас.
на случай, если голодные времена вдруг повторятся. И поэтому так важно по-другому на это посмотреть. То есть поймите правильно, возврат веса — это не провал. Совсем наоборот, это значит, что защитные системы организма сработали просто идеально. Он блестяще справился с задачей выживания в условиях, которые он посчитал угрозой. И все это, конечно, подводит нас к одному логичному вопросу. Если жесткая диета — это, по сути, война с собственным телом, то, может, стоит не воевать, а попытаться с ним договориться, найти такой способ изменений, который организм не воспримет как угрозу. Но это, как говорится, уже совсем другая история.